Всем привет! Меня зовут Ольга. Я занимаюсь нанесением декоративной штукатурки в нашем новом офисе. И показываю вам некоторые из вариантов. В частности, я сегодня буду показывать. Карта мира. Давайте нанесем нестандартным способом. Мы хотим офис свой оформить к Новому году, чтобы он был готов. Не знаю, получится или нет, но мы оформляемся, снимаем декоративную штукатурку на больших образцах, и вы заодно будете наблюдать, и может быть кому-то пригодится. А если вы хотите, то вы можете еще и заказать у нас материалы. Мы вам все это укомплектуем и отправим. Наносим карту мира. Что мы будем использовать? Кварцгрунт. Мы его заколеровали. Он такой у нас коричневый, вот такого цвета. Бежевенький слегка. Бывает вопрос задают, какой вы используете колер. Мы не пользуемся колером в тюбиках. У нас пигмент колеровочный, вот такой. Мы вот эти колбы заливаем в колеровочное оборудование, а остатки вот мы можем у себя в отделе колеровать от руки. А на самом деле мы колеруем все в аппарате. То есть если вы у нас штукатурки закажете, мы все это вам дозируем с помощью оборудования, и точные цвета получаются. Наносим кварцгрунт с помощью валика. Кварцгрунт – это грунтовка с кварцевым песком. Смотрите, какая у него укрывистость. Мы наносим сейчас на черную стену. Смотрите, вот так. И в этом составе есть кварцевый песок, который помогает сцеплению. Черный фон у нас с первого раза, пусть даже и не укрывает, но вы видите, какая укрывистость у него, у этого кварцгрунта. Наносим его точно так же, как если бы вы просто красили стену. Точно так же валиком, углы верха, низа с помощью кисти. Это будет первый слой фоновый для нашего последующего покрытия. Кварцгрунт сохнет, давайте скажем так, от 4 до 12 часов, да, вот так. То есть нужно дать ему просохнуть. Валик можно использовать больше размером. Используйте, исходя из своих потребностей. Если у вас большие стены, то значит берем валик больше и наносим. Полностью высох кварцгрунт, и мы будем наносить второй слой, уже непосредственно фактуру. Наносить будем мы декоративную штукатурку, пробники приехали к нам. Тициана, и называется она Пьетро ди Марно. Декоративная штукатурка. Я так понимаю, она на основе извести. Так как это пробники, а не большое ведро, этикетку почитать мне не удается. Я, насколько поняла, она на основе извести. Мы заколеровали штукатурку. Цвет темнее, чем кварцгрунт. И наносить будем таким же стандартным способом, как вот мы карту наносим, ляпы. Вот давайте будем делать такие ляпы. Переворачиваем руку хаотично вправо-влево, не повторяющимися движениями, а разносторонними. И вот таким образом, где-то больше, где-то меньше, мы создаем фактуру. У нас стена размером, сколько, метр на 3 квадрата. Я нанесу ее целиком и потом начну уже приглаживать. Это будет не все, не переключайтесь. После нанесения и после приглаживания мы будем еще придавать дополнительные эффекты. Количество вот этих островочков вы регулируете под себя. Кому-то нужно их крупными, кому-то мелкими. Кому как нравится. Делайте больше, меньше, регулируйте под себя. Цвет может быть любой. Штукатурку можно заказать у нас, повторяю. Кельму можно взять
Не стандартную 200 на 80, а размером побольше, чтобы было удобней и быстрее. Сразу же приглаживать не нужно, у вас островки будут такие приплюснутые, а нам нужно немножко их фактурненькие сделать, чтобы видно было ступень. Я покажу, когда буду приглаживать, я покажу, в чем разница. Давайте такой один момент поговорим о стоимости декоративных штукатурок. Этот эффект можно сделать как из штукатурки подороже, так и подешевле. Подешевле тоже можно. Даже можно из дешевой. Прям вот у нас есть штукатурки, они прям, ну там 135 рублей за квадратный метр выходит. Очень дешево. В чем разница? Штукатурка подороже. Я наношу всю вот эту стену, и потом я буду ее приглаживать. Она высокой работоспособности, длительно можно работать ей. А та штукатурка, что подешевле, она будет быстро засыхать на стене. Это одна из разниц. Торцом кельмы приглаживаем, прижимаем вот так вот эти шлепки разносторонними движениями. Вот так. И остаток можно размазывать в пустоты. Ну, то есть, видите, вот у вас тут остаток. Где-то не хватает, туда его добавляем. У нас должна быть ступенька небольшая. Видите, что такое ступенька? Не лысый какой-то приплющенный кусок, а небольшая ступенечка, чтобы в дальнейшем мы смогли добавить эффектов. Мы сейчас просто приглаживаем его, и дальше нужно это будет сделать еще раз, чтобы верхушечки были более красивые. Сейчас они просто шлепки. Смотрите, где-то мало получается, пусть. Можно будет добавить. То есть, если... Так, надо же потелек взять. Если, например, вы видите, что вот мало, да, допустим, то вы берете туда и добавляете. Вот. Вот так. Направление руки меняем. Все время вправо-влево, вверх-вниз, чтобы не было повторяющихся движений. Если где-то мало, добавляем сразу. И стену эту делаем от начала до конца, сверху донизу. То есть также ее приглаживаем, как и наносили. Нанесли сначала целиком и потом приглаживаем. Мы с вами пригладили вот эти островки, немножко подождали, буквально полчасика, и еще раз нужно будет их пригладить. Смотрите, кельма чистая, протираем ее все время. И торцом также кельмы на 45 градусов ставим. Вот, нам нужна гладкая поверхность. Посмотрите, здесь какая страшная, и здесь какая гладкая. Вот такая нам нужна. И приглаживаем. Кельму все время протираем. У нас остается здесь выступ, он примерно миллиметра-полтора. То есть не шлепок размазанный, а выступ. Просто создаем гладкую, ровную поверхность. И все. Также часто пишут, вы не показываете ведра. Вы можете задать нам все эти вопросы в комментариях или по ссылке в описании. Там есть все ссылки, где с нами можно выйти на связь и уточнить, если чего-то мы не услышали в ролике,
то все это можно уточнить. Давайте отвлечемся с вами, дадим мы вам обратную связь, ответы на вопросы. Есть комментарии, есть вопросы, мы будем по возможности на них отвечать. Первый вопрос. Пишет Оксана, 4 часа назад буквально свежий комментарий. Добрый день. Если новостройка и гипсокартон, стены ровные, только 2 стены бетон, можно ли сразу кварцгрунт без черновой штукатурки? Или обязательно черновая штукатурка, кварцгрунт и только потом декоративная? Ответ. В новостройке, как правило, очень высокие требования к подготовке стен. Это вот кроме шуток, не то что раньше. Стены оштукатуренные достаточно неплохо, и бетон, да, говорите, и гипсокартон. Но гипсокартон-то у вас шпаклеванный по швам, швы обязательно должны быть шпаклеваны, проклеенные лентой, шпаклеванные по швам и саморезом, это как минимум. Если у вас квартира сдана в таком виде, бетон, например, и гипсокартон шпаклеванный по швам, то под фактурную штукатурку, ну вот даже вот под такую, можно сразу кварцгрунт. Без какой-то дополнительной штукатурки или шпаклевки. Стену загрунтовали, грунтовка глубокого проникновения, грунтовка высохла, нанесли кварцгрунт и далее наносите фактурную штукатурку. Особой подготовки не требуется. Единственное, по гипсокартону швы обязательно должны быть шпаклеваны, это обязательно. Если вы хотите тоже получать ответы на свои вопросы, именно озвученные ответы, вы можете написать комментарий с заголовком «Хочу в ролик». И мы максимально будем обращать внимание именно на такие комментарии. И по возможности будем стараться максимально всем ответить, насколько возможно. Ну, посмотрим, как пойдет. Может, вообще там 1 миллион человек будут писать, да? Но я думаю, что пока такого не будет. Так, второй вопрос. Добрый день. Подскажите, пишет Валерия Гоцева. Подскажите, лаком обязательно покрыть или в таком виде можно оставить сразу после лазури? Ну, в принципе, и так все красиво, и лаком бы покрывать не хотелось. Вопрос это был. Ответ. Лаком покрывают для дополнительной защиты. Если вы видите, вам все красиво, вы трогаете, все нравится, ничего нигде, никакие там белилы или еще что-то на руке не остается, можно оставить так. Лаком покрывают для дополнительной защиты. Также лак бывает матовый, но все равно он создает какую-то определенную пленку, да. Такая матовая уже поверхность не будет после лака все равно. Вот штукатурку мы нанесли, мы ее 2 раза пригладили, да, саму фактуру. И она у нас уже подсохшая, но она еще живая, то есть не высохла полностью. И мы вот по этому слою недосохшему, у нас известковая штукатурка, напомню, и мы венецианскую штукатурку, также от Тициана, берем 2 производителя, то есть 2 материала, чтобы не спорили между собой. И тоже венецианская штукатурка на основе извести. Известь и известь. И прямо вживую валиком ее накатаем, то есть мы берем ее и валиком по верхушечкам вот таким образом накатываем. Что мы делаем тем самым? Высветляем верхушку, да, вот так получается. И более заглаженный он будет. Вот такой эффект. И это еще не все. Смотрите, вот так красиво, да, получается. О чем я вам говорила, ступенька вот эта должна быть. Она будет более видна. И вот так по всей поверхности, пока не высохла, прямо вживую мы ее наносим. Валиком накатываем и кельмой разглаживаем. И дальше мы ее оставим сохнуть полностью. И продолжим уже после полного высыхания. Покрываем всю поверхность, мини-валик и кельма. Нестандартная карта мира, не такая, как привыкли вы ее видеть. Она будет более интересная.
Если даже штукатурка венецианская попадет где-то мимо верхнего слоя, то ничего страшного в этом не будет. Мы с вами наносили декоративную штукатурку от Тициана на известковой основе. И дальше прямо по полу сырому мы также покрывали ее венецианской штукатуркой, также на известковой основе. И теперь мы продолжим, у нас все высохло. Мы наносим ее же, эту же штукатурку венецианскую. И мы заколеровали ее в серый цвет. И немножечко вот так губочкой, что я делаю? Вот я что делаю. Немножечко будем ее тамповать черненьким. Ну, какого-то эффекта будем стараться достичь. Вот таким образом тампуем. Губочку можно взять побольше. И будем ждать немного высыхания. Пригладим кельмой. И посмотрим, достаточно нам этого или еще что-то добавим. Хочется чего-то интереснее. Стандартная карта мира, она как бы уже никого не удивляет, мягко говоря. Давайте будем пробовать что-нибудь. Цвет мы сделали серый. Вы можете любой цвет, какой вам нравится. Мы оформляемся в стиле лофт. То есть у нас все в таких вот светлых серых и темных серых тонах. Поэтому наносим серым. А вы можете брать любой цвет, какой вам нравится. Ну, конечно, если вам этот образец понравится. Мы стараемся покрыть верха. И как-нибудь попробуйте не попадать в углубление. Если получится, конечно. Это трудно сделать, но возможно. У меня тоже попадает, видите? Губочка у меня маленькая, а вы можете использовать большую. Мне так сейчас удобнее. Попробуем кельмой пригладить, размазать. Блестит, кстати. Смотрим, надо ли добавлять. Я бы добавила еще в несколько мест. Вот сюда я бы добавила слегка, маловато. Сюда. И продолжаем наносить таким образом по всей стене. Я думаю, что возникнет вопрос, можно ли это сделать валиком. Ну, наверное, можно. Наверное, можно и валиком, но получится по-другому. Эффект будет другой. Валиком у вас покроется вся поверхность штукатурки, вот этих вот островков. А нам нужно не всю поверхность укрыть. Я взяла на крышку. И вот отсюда так ее тампую с крышки. Венецианская штукатурка начинает блестеть по верхам, когда вы кельмой ее полируете. Что-то не хватает, да? Нанесли что-то как-то не то немножко. Давайте добавим туда серебро, также от Тициана. Используем материалы одного производителя на этом образце. И с помощью губки мы нанесем его в углубление. Стараемся попадать. И сверху снимаем кельмой вот таким образом. Наносим серебро в углубление побольше, а сверху снимаем излишки кельмой.
Вот таким образом. Разносторонними движениями. Декоративная штукатурка с эффектом далматинец. Такой вот образец у нас получился для нестандартных решений. Здесь еще получается, может быть, кому-то покажется рябисто, но вообще в целом достаточно неплохо. Не всем нравится вьюшка и не всем нравится марсельский воск. Кому-то надо и вот и такие образцы. Поэтому у нас на канале очень много видео, и на любой вкус вы можете найти для себя. В том числе и вот это. Напомню, что мы наносили известковую штукатурку от Тициана. Также мы наносили известковую венецианскую штукатурку для более гладкости такой, да, мы хотели ее немножко приполировать, чтобы верхушки блестели. Но в процессе мы передумали, а такое бывает. Мы же все экспериментируем. Мы наносим что-то, стараемся новое, все время, каждый раз что-то новое. И дальше мы покрыли серебром, и у нас такой получился, как далматинец, но он под дымкой. Дымчатый такой, то есть верхушка, она как под дымкой. Не просто яркий серый или черный цвет, а такой достаточно интересный. Я напомню, что вы можете материалы приобретать у нас. Перейдя по ссылке в описании, там все ссылки есть, вы выходите с нами на связь, мы помогаем вам рассчитать, приобрести, и в том числе материалы от Тициана. Мы вас проконсультируем, поможем с выбором цвета и оформим доставку в любой регион. Если вы еще на нас не подписаны, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. И всем пока!